Всем привет! Меня зовут Диана, Behead Handmade. Это мой новый видеоурок. Сегодня мы с вами будем вязать снуд из объемной пряжи. Снуд вяжется в один оборот, он высокий, теплый. Его лучше всего надевать сверху на одежду. Вязать мы его будем из пряжи Нуга. Это новинка от пряжи Центр. Обзор по этой пряже есть у меня на канале, ссылочку я оставлю. Я уже связала шапочку из этой пряжи, также ссылку вам оставлю. И сейчас мы будем из этой же пряжи, этот цвет пыльная роза, мы будем вязать к этой шапочке снуд. Итак, нужно будет 2 моточка пряжи Нуга, спицы 12 миллиметров, спицы нужны будут круговые, так как будем вязать снуд по кругу, крючок для того, чтобы набрать и закрыть петли. Я буду набирать с помощью крючка для того, чтобы у нас с одной и с другой стороны на снуде была вот такая вот красивая косичка. Если вам нравится набирать петли спицами, делайте это спицами. Дальше нужна будет игла с большим ушком. Можно взять обычную швейную иголку, но ушко должно быть широкое. С помощью этой иглы мы будем прятать кончики и сшивать 2 конца нити между собой. Игла пластиковая с большим ушком, либо крючок для того, чтобы прятать кончики. Также можно использовать маркер. Я буду использовать в качестве маркера вот такую вот яркую резиночку, так как другой маркер у меня на эти спицы просто не налезает. Итак, приступим к вязанию. Снуд мы будем вязать узором рис. Также его называют мох, путанка или самое красивое название у этого узора – жемчужный. Для этого узора нужно набирать нечетное количество петель. Но для того, чтобы нам красиво и аккуратно соединить в круг петли набранные, нам нужна будет еще одна петля. Поэтому мы будем набирать четное количество. Всего для снуда нам нужно будет набрать 36 петель. Вязать будем не плотно, для того, чтобы снуд был мягкий, приятный и не тяжелый. Как я уже сказала, петли я буду набирать с помощью крючка. Крючок у меня также 12 миллиметров. Делаю первую петельку и начинаю набирать петли. Эту петлю мы не считаем. Так же, как и при вязании крючком, первая вот эта петелька у нас никогда не считается. Начинаем набирать и начинаем отсчет. Итак, повторю, что мы должны набрать 36 петель. Набираем очень и очень свободно. Для этой цели можно даже взять крючок 15 миллиметров. — 35 и 36. Эту ниточку вытягиваем. Снуд получится у вас теплый, потому что в этой пряже 62% мериносовой шерсти. Эта шерсть не колется и подходит для вязания даже маленьким деткам. Итак, набрали 36 петель. Теперь берем спицы, переворачиваем нашу косичку из воздушных петель вот таким образом и видим здесь вот такие вот перемычки. Вот под эти перемычки мы сейчас будем вводить спицу и как бы нанизывать на спицу все вот эти вот перемычки. Таким образом мы уже набираем петли на спицу. Обязательно считаем, чтобы получилось 36 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
35 и 36 петля. Эту петельку мы распускаем. И вот у нас петелька, мы ее надеваем на спицу. 36 петель. Теперь для того, чтобы сомкнуть в круг наши петельки, мы проверяем, чтобы косичка у нас была внутри спиц. Это очень важный момент. Ни в коем случае она не должна перекручиваться. Если она у вас перекрутится, потом вы ее уже ничем не исправите. Берем спицы таким образом, чтобы рабочая нить у нас была в правой руке. Здесь у нас остается хвостик. Первую петельку с левой спицы переносим на правую. Теперь вторая петля у нас на правой спице. Через нее мы пропускаем первую петельку. Провязываем. И теперь петлю с правой спицы переносим на левую. Здесь подтягиваем петельку и можно начинать вязать. Еще раз повторюсь, что вязать мы будем очень свободно, для того, чтобы снуд у нас был посвободнее. На шапочку я набирала 29 петель. Снуд у нас будет чуть шире шапки. Шапка была на размер 54. Начинаем вязать, чередуя лицевые и изнаночные петли. Вяжем по кругу. Если сложно определять, где кончается и начинается ряд, можете использовать маркер. Сейчас я этот ряд провяжу и для наглядности поставлю маркер. Узор этот вяжется достаточно легко. Каждый ряд вы будете чередовать лицевые и изнаночные петли. В следующем ряду нужно будет располагать лицевые петли над изнаночными, изнаночные петли над лицевыми. Если у вас спицы большего размера, у меня спицы 45 сантиметров в длину, то вы также можете их использовать, но периодически нужно будет леску вот таким вот образом высвобождать из петель. Довязываем первый ряд до конца, и он у нас должен закончиться лицевой петлей. Вот она у нас последняя петелька, лицевая. Можно поставить маркер для того, чтобы не перепутаться. И смотрим. Второй ряд у нас начинается с лицевой петли. Значит, здесь мы провязываем изнаночную. Изнаночные провязываем за переднюю стенку. Дальше у нас идет изнаночная, значит, здесь будет лицевая. Лицевую провязываем за заднюю стенку. Дальше снова над лицевой изнаночная за переднюю стенку, над изнаночной лицевая за заднюю. И таким образом вяжем все ряды.
Всего нам нужно связать снуд на высоту примерно 34 сантиметра. Затем мы его закроем, вязание закроем, и у нас получится где-то 35 сантиметров высотой снуд. Это средний размер для взрослого человека. В процессе вязания у вас закончится один моточек. Я покажу, как соединить два конца такого шнура. Заканчиваю я второй ряд. И начинаю третий. Здесь у нас начинается изнаночная петелька, провязываю над ней лицевую. Можно маркер не использовать, так как мы всегда просто провязываем лицевую над изнаночной, изнаночную над лицевой. Итак, здесь у нас была изнаночная, провязываем лицевую за заднюю стенку, лицевую, изнаночную за переднюю. И давайте сейчас довяжем до того момента, как у нас закончится моточек. Я покажу, как соединить два конца шнура. И вот у меня закончился один моток. Сейчас мы будем присоединять второй моточек. И давайте измерим, сколько у нас получилось в сантиметрах. Один моточек мы извязали примерно 17-17,5 сантиметров. То есть, скорее всего, 35 сантиметров это как раз будут полные два моточка. Можно будет просто довязать второй моточек до конца, оставив примерно 2 метра для того, чтобы закрыть снуд. А сейчас давайте соединим шнурочки между собой. Шнурочек связан таким образом, что если потянуть за ниточку, он распускается. Немножечко распустите его, для того, чтобы у нас была вот такая вот длинная ниточка. Один конец и второй конец тоже нужно распустить. Дальше нам будет нужна игла с широким ушком. Вставляем нитку в иголку, захватывая все вот эти вот тоненькие ниточки, из которых состоит у нас шнурок. И дальше делаем таким образом. Вводим иголку в петельку, из которой у нас исходит рабочая нить. Вводим изнутри наружу, вот таким образом. И затягиваем петельку, чтобы она была такая же, как все остальные. Дальше берем конец от нового клубочка и вводим иглу в одну петельку снаружи вовнутрь, а в другую петельку изнутри наружу. Подтягиваем. Дальше снова входим в петельку, в которой мы уже цеплялись. Входим в эту петельку снаружи вовнутрь и в следующую изнутри наружу. Подтягиваем. Дальше на шнурочке, который у нас исходит от нового клубочка, вставляем иголку в петельку, которую уже мы захватывали, снаружи вовнутрь и в следующую изнутри наружу.
Подтягиваем. Идем снова в петельку, которую мы захватывали снаружи вовнутрь. Следующую изнутри наружу. Подтягиваем. Дальше шнурочек, который идет от клубка, петельку, которую уже захватывали, мы в нее входим снаружи вовнутрь и в следующую петельку изнутри наружу. И у нас осталось это сделать у шнурочка, который исходит от шапочки. Так. И вот так подтягиваем. И здесь вот это вот отверстие, которое у нас получилось, сшиваем. Снова вот эти петельки захватим. И здесь. Все, мы с вами соединили очень аккуратно шнурочек. Таким образом можно соединить абсолютно любой шнур. Эти ниточки мы прячем внутри шнурочка. И лишнее отрезаем. Один хвостик и точно так же прячем второй. Все, можно дальше продолжать вязать. Давайте довяжем наш снуд до конца. И встретимся, будем его уже закрывать и заканчивать наше вязание. Итак, я закончила вязать, и у меня осталась ниточка примерно около 2 метров длиной. Сейчас нам осталось только закрыть петельки. Петельки можно закрывать с помощью спиц, либо крючком. Я обещала вам показать, как закрыть петельки крючком. Для этого мы просто провязываем вот таким вот образом петельки, как бы лицевыми провязываем и пропускаем одну петлю через другую. И у нас получается косичка, такая же, как и наборный ряд. То есть заводим крючок там, где у нас была лицевая, мы заводим крючок за переднюю стенку, снимаем и протягиваем через петельку на крючке. Там, где у нас была изнаночная, мы заводим крючок за заднюю стенку и также все провязываем. Сильно не затягиваем, для того, чтобы этот край тоже у нас был эластичным. И доходим до конца.
последнюю петельку сейчас мы здесь закрепим. Вытаскиваем ниточку полностью из последней косички. Можно это сделать с помощью иглы с толстым ушком. Как мы это делаем при вязании крючком? Сформируем фальш-петлю. Вот так. Теперь этот кончик мы с вами должны спрятать на изнанке. Этот кончик и тот, который у нас остался в начале вязания. Так, вывернем немножко, чтобы было удобнее. Кончик отрежем немножко покороче. Аккуратно его распустим. И будем прятать кончик по тому же принципу, как мы соединяли два конца нитей, когда у нас закончился моточек. Распускайте аккуратно, чтобы ниточки не потерялись, иначе они запутаются. Распустили. Можно еще, наверное, немножко распустить, чтобы вот этот вот хвостик у нас был покороче. Теперь все эти ниточки вставляем в иглу. Здесь сначала вставляем иглу в петельку, от которой исходит рабочая нить. Изнутри наружу и подтягиваем петельку. Эти петельки аккуратнее смотрите, чтобы они не убежали. Теперь нам нужно захватить петельку на уже готовом полотне снуда. Захватили. Теперь снова ныряем в петельку на хвостике, да? Снаружи вовнутрь и идем в следующую, ныряем изнутри наружу. Снова цепляемся к снуду, идем опять к петелькам на хвостике. Петельку, из которой мы сейчас выходили, то есть которую мы прикрепляли последнюю, заходим снаружи вовнутрь, следующую петельку изнутри наружу. Немножечко подтягиваем, последнюю петельку не теряем. Снова цепляемся к полотну вязаному. И делаем то же самое. Вот у нас петелька была последняя, которую мы прикрепляли. В нее заходим снаружи вовнутрь. Следующую изнутри наружу. Снова затягиваем, цепляемся к полотну на снуде, можно другую петельку захватить. И здесь уже сложнее, но нужно найти петельку, самую первую, которую мы цепляли на хвостике. Вот она. И таким образом мы закрепили с вами хвостик. Можно сделать узелок. И эту нитку спрятать внутри шнура, например, в тот же хвостик. Лишнее обрезаем. Делаем то же самое с хвостиком, который у нас. Все поправим.
И делаем то же самое с хвостиком, который у нас остался вот здесь в начале. Обрежем его покороче. И точно так же спрячем. Вот такой замечательный снуд у нас получился. На него ушло ровно 2 моточка пряжи Нуга. Интересная, очень фактурная, красивый узор жемчужный. Снуд получился достаточно высокий. Но если вы хотите связать снуд в 2 оборота, вам нужно набирать больше петель, где-то, наверное, в 2,5 раза. Так как нужно учитывать еще то, что снуд, который в 2 оборота, перекрещивается. Вот такой замечательный комплектик вместе с шапочкой получается. Ссылку на шапочку я оставлю снова. Все, на этом мой видеоурок окончен. Желаю вам теплой и уютной зимы. Всем пока-пока.